С вами Роман, автор канала Злой Космос. Спасибо, что остаетесь со мной, а также большая благодарность тем, кто поддерживает меня на Бусти и Патреоне. Очень ценю и посылаю лучи добра и обнимашек. Что ж, пришло то самое время, когда 3i Atlas был так близок к нам, и нам есть что рассказать на данный момент. Спешу поделиться. Итак, за последние несколько дней новые наблюдения межзвездного объекта 3i Atlas, полученные астрономами по всему миру, показали, что его цвет меняется с зеленого на золотистый, и это крайне необычное явление. Золотые кометы встречаются крайне редко, а в случае межзвездного объекта подобное вообще практически не наблюдалось. Сейчас в нашей Солнечной системе также находится комета Си-2025К1 Atlas, которая примерно 6 недель назад, войдя в созвездие Льва, тоже сменила цвет на золотистый. Это оказалось важным сигналом, потому что вскоре после этого она начала фрагментироваться. Возникает закономерный вопрос: не указывает ли нынешнее изменение цвета 3i Atlas на новый этап его химической эволюции, и не ожидает ли его распад в ближайшем будущем по мере движения в сторону Юпитера? Что ж, давайте разбираться. Имеющиеся данные указывают на то, что 3i Atlas в прошлом вероятнее всего был короткопериодической кометой, обращавшейся вокруг своей родной звезды. Он мог совершать сотни или даже тысячи оборотов, подвергаясь интенсивной термической средней прожарке. Именно поэтому при входе в Солнечную систему объект имел очень темный, насыщенно красный цвет и был богат органическими соединениями, накопленными за длительное путешествие через холодное и темное межзвездное пространство. Затем объект неожиданно вошел в фазу резкой активности. Его кома начала светиться ярко-зеленым, а временами даже с голубоватым оттенком. Сейчас, по всей видимости, эта финальная вспышка активности завершилась, и объект снова переходит к состоянию, в котором доминирует пыль. Однако теперь он светится золотистым светом, одновременно продолжая движение в сторону созвездия Льва и далее в 2026 году к Юпитеру. Если обратиться к самым ранним изображениям 3i Atlas, полученным 30 июля, напомню, что объект был обнаружен 1 июля, мы видим данные в зеленом, красном и инфракрасном диапазонах, прям настоящая новогодняя комета. В зеленом оптическом диапазоне он вовсе не выглядел ярко-зеленым, скорее желтым. Это означает, что изначально он не демонстрировал характерного зеленого свечения. В красном диапазоне объект светился очень ярко, и именно этот цвет доминировал во всех наблюдениях вплоть до конца сентября, когда произошел резкий переход к зеленому. В инфракрасном диапазоне он также был очень ярким, что указывает на высокую активность уже в момент открытия. Фактически, после долгого путешествия через межзвездное пространство, объект вошел в Солнечную систему и почти сразу начал активно сублимировать. Это говорит о том, что его поверхность была покрыта лишь тонкой коркой материала и не требовалось глубокого прогрева Солнцем, чтобы вызвать резкую вспышку активности. Он очень быстро начал демонстрировать необычное поведение, переходя от красного к зеленому, а теперь и к золотому цвету. Если переместиться ближе к настоящему времени, изображение от 27 августа показывает 3i Atlas в ультрафиолетовом, зеленом, красном и инфракрасных диапазонах. В зеленом диапазоне он уже начинает светиться заметнее, но все еще остается очень ярким в красном. Эти наблюдения были сделаны на расстоянии 2,6 астрономических единиц от Солнца. Это важный момент, поскольку примерно на расстоянии около 2,5 астрономических единиц начинается зона, где водяной лед становится значительно более активным. Именно здесь сублимация воды начинает серьезно влиять на состав и химию комы. Таким образом, эти изображения показывают объект непосредственно перед пересечением так называемой водяной линии. Уже в начале сентября был зафиксирован отчетливый переход цвета от красного к зеленому. До этого момента активность определялась в основном углекислым газом, цианидами и цианогеном, а также значительным количеством никеля. Это особенно интересно, поскольку никель начал проявляться очень рано. Если переместиться вперед во времени, к 26 ноябрю, уже после прохождения перигелия,
мы видим изображения, полученные обсерваторией Gemini Nord. На них заметен слабый голубоватый и зеленый оттенок, однако одновременно становится очевидным переход к золотистому цвету. Более поздние изображения показывают смесь зеленого и золотого, причем день за днем золотистый оттенок становится все более выраженным. Это высокодетальные наблюдения структуры комы и подтверждение того, что переход от зеленого к золотому – реальный физический процесс, а не артефакт наблюдений. На снимке от 10 декабря, сделанном Альберто Кихано, 3i Atlas уже выглядит отчетливо золотым. Таким образом, мы наблюдаем уже 3 последовательных изменения цвета – красный, затем зеленый и теперь золотой. Все это происходит по мере его движения в созвездии Льва, и вот 19 декабря состоялось сближение с Землей, что совпало с фазой новолуния. Совпадение? Да. И это создало практически идеальные условия для наблюдений. В предрассветные часы объект находился достаточно высоко над горизонтом, и при благоприятной погоде его зафиксировали многие наблюдатели. Если вернуться к наблюдениям до перигелия, 3i Atlas изначально имел полевую кому с выраженным красным цветом, которая оставалась стабильной, несмотря на рост активности. Он оказался краснее, чем предыдущие межзвездные объекты. Оumuamua был очень темным, а Борисов выглядел как Борисов, то есть как обычная комета Солнечной системы. Еще одной необычной особенностью стало раннее появление излучения никеля при практически полном отсутствии железа. Это не означает, что в ядре нет железа. Мы наблюдаем только кому, которые ионизируются в пространстве. Это означает, что существует избирательный процесс, при котором никель попадает в кому, а железа нет. Наиболее вероятное объяснение связано с соединениями металлов и угарного газа, называемыми металлокарбонилами. Карбонил никеля химически более стабилен, чем карбонил железа, и способен легко сублимировать при низких температурах. Карбонил железа, напротив, нестабилен и может реагировать с другими веществами, например, с водой еще внутри ядра, не доходя до комы. Карбонил никеля способен достигать комы и разрушаться под действием солнечного излучения, что и приводит к резкому росту никеля в спектроскопических данных. Это необычное поведение является важным ключом к пониманию его прошлого. С учетом всех наблюдений, наиболее вероятный сценарий таков. 3i Atlas долгое время был короткопериодической кометой вокруг своей звезды. Он подвергался насилию и унижениям, сильному нагреву, деформации, а потом со временем утратил большую часть первоначальных летучих веществ. Затем он был изгнан в межзвездное пространство, где за миллионы лет, как полагается истинному самураю, набрался опыта, накопил воду, органику и другие экзотические соединения из разряженной межзвездной среды. Да, именно органика придавала ему насыщенно красный цвет, характерный для транснептуновых объектов и астероидов D-типа, способных участвовать в синтезе аминокислот и нуклеотидных оснований. При входе в Солнечную систему и резком увеличении потока энергии на многие порядки по сравнению с межзвездным фоном, этот накопленный материал быстро сублимировал, вызвав переход к зеленой фазе. Теперь, когда большая часть летучих и органических соединений, вероятно, уже утрачена, объект снова становится пылевым и цвет смещается к золотистому. Да, мы уже долгое время наблюдаем этот объект, поэтому у нас есть главный и, наверное, единственный вопрос после пролета межзвездного объекта. Что же собой представляет межзвездная тарелка, комета 3i Atlas? Каковы размеры ее ядра и насколько активно оно по сравнению с двумя другими известными межзвездными объектами и обычными кометами Солнечной системы? На данный момент модель блеска, построенная по наблюдениям в ближнем инфракрасном диапазоне, показывает, что радиус ядра кометы Атлас не превышает 2,5 километра. Наконец-то есть об этом свидетельство, и это хорошо согласуется с оценками, полученными с данными космического телескопа Хаббл. Спектр в более длинноволновой области демонстрирует характерный признак поглощения света водяным льдом, что обычно наблюдается у далеких тел за орбитой Нептуна и у комет, проходящих из внешних областей Солнечной системы.
Наблюдаемое поведение 3I Atlas включает преобладание активности, связанной с углекислым газом, почти полное отсутствие угарного газа, небольшой размер ядра и заметное преобладание крупных ледяных частиц в окружающем его облаке. Все это напоминает короткопериодическую комету Харли-2, которая, по мнению исследователей, находится на завершающей стадии своей активности, когда запасы летучих веществ почти исчерпаны. Если рассмотреть только межзвездные кометы, то совокупность этих свойств сближает 3I Atlas скорее с слабоактивным объектом Оumuamua, чем с богатой льдами и относительно первозданной кометой Борисова. Это позволяет предположить, что комета Атлас является чрезвычайно древним телом, которое на протяжении миллиардов лет подвергалось межзвездному выветриванию и многократно оказывалось под воздействием излучения звезд, встреченных на ее долгом пути. Совсем недавно она прошла минимальную точку сближения с Землей. Примерное расстояние до объекта составило всего около 269 миллионов километров. По земным меркам это огромная дистанция, хотя в масштабах межзвездного пространства она ничтожно мала. Да, возможно, это грустно слышать, но сама идея полета инопланетного корабля сейчас выглядит крайне сомнительно. Хотя было весело, правда? Трудно представить себе логику и запасы терпения разумных существ, которые почти год медленно движутся через чужую звездную систему, а затем внезапно резко меняют курс. Гораздо более разумное рассуждение об автоматических зондовых аппаратах, напротив, не предполагает никаких остановок и требует строгого следования баллистической траектории, неотличимой от полета обычного космического камня, хотя и межзвездного. Следующей важной точкой на пути 3I Atlas станет сближение с Юпитером, которое произойдет 16 марта на расстоянии около 53 миллионов километров. Я обязательно об этом поведаю. В это время, как вы уже знаете, у планеты работает космический аппарат НАСА Юнона. Хотя его приборы плохо приспособлены для изучения комет, поскольку они в основном работают в инфракрасном, ультрафиолетовом и радиодиапазоне, можно ожидать, что ажиотаж вокруг межзвездного объекта привел к тому, что на него будут наведены не только камеры, но и осуществлено сближение. Впрочем, такая идея создает для НАСА серьезные трудности, поскольку запас топлива на Юноне предназначен для ее контролируемого уничтожения в атмосфере Юпитера, чтобы избежать возможного биологического загрязнения его спутников. Это странно, потому что на зонде нет человека, наверное. А использование двигателей для маневра к 3I Atlas может сделать этот план невыполнимым. Во второй половине следующего года объект уйдет за орбиту Юпитера и полностью исчезнет из поля зрения всех земных приборов, и тогда, возможно, человечество поймет главное. Вся эта история об ожидании пришельцев, богов, посредников, сверхцивилизаций и наблюдателей, о надежде на то, что кто-то придет и сделает с нашей жизнью хоть что-нибудь, на самом деле была не про инопланетян. Эта история была про нас с вами.